Вот такой вкусный, быстрый пирог с мясом и картошкой мы сегодня приготовили. Смотрите видео до конца. Я думаю, вам будет очень интересно. Хочу показать вам, какой он в разрезе. Много-много начинки и тоненькое тесто. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить очень вкусный, быстрый мясной пирог без дрожжей. Тесто замешивается буквально за считанные минуты, а в результате получается идеальный пирог, который можно подавать как на праздничный стол, так и в качестве перекуса. Итак, приступим к нашим ингредиентам. Для теста нам понадобятся такие ингредиенты: мука, соль, сахар, яйцо, сода, сливочное масло и сметана. А в качестве начинки у нас будет мясо, мясной фарш. Мясо у нас говядина, лук, картофель и любимые специи. Это мы перечислим по ходу нашего приготовления. И что хочу сказать, что тесто у нас универсальное. Можно применять как для сладкой начинки, так и для мясной, как сегодня мы будем. А мясо можно брать любое. Можно и говядину, и свинину, и курицу. А можно их смешать, так будет тоже очень вкусно. Приступим к приготовлению нашего теста. Так как тесто мы еще должны отправить в холодильник где-то на 30-40 минут для стабилизации. Поэтому для начала мы берем муку, заранее просеянную, отправляем вот в такую мисочку. И будем на терку натирать сливочное масло. Все ингредиенты у нас должны быть холодные, из холодильника. На терку вот так отправляем муку, чтобы удобно было натирать. И натираем. И после каждого раза, как натерли масло, смешиваем с мукой, чтобы не было комков. Вот так у нас получается. И далее вот так вот перетираем между ладошками, чтобы распределить масло равномерно. И стараться, чтобы не было комочков. И когда мы вот так собираем, видите, образуется комочек. Это правильно, так и должно быть. Добавляем соду в сметану, перемешиваем. И так тщательно перемешиваем, потихоньку появляется, знаете, вот такая вот как пенка. Сметана становится воздушной. Видите, увеличивается в объеме и становится воздушной. Делаем углубление в сливочно-мучной массе нашей. И сюда добавляем сметану. Вместо сметаны можно также использовать и йогурт несладкий или густой кефир. Сюда добавляем сахар. Сахар у нас дает баланс вкуса. Соль. И одно яйцо. Яйцо разбиваем в отдельную пиалочку. И перемешиваем до однородного состояния. Сильно долго месить не надо это тесто, просто мы соединяем все ингредиенты
чтобы у нас получилось гладкое тесто. Я вам покажу, какой консистенции должно получиться тесто. Я вижу уже, что лопаткой сложно вымешивать. Уже приступаем к замесу теста руками. Собираем со всех уголков миски тесто в один шар. Вычищаем бока миски тоже. Вот такое тесто у нас получилось. Вот такое вот мягкое. Мы отправляем вот в такой вот пищевой кулечек и в холодильник на 30-40 минут, не больше. А если вы сильно спешите, то на 20 минут можно в морозильную камеру отправить. Для начинки мы будем мелко нарезать лук мелкими такими кубиками. У нас килограмм мяса, значит мы берем где-то 500 грамм лука. Чем мельче нарезаем, тем сочнее будет наша начинка. Вот я нарезала на такие кубики. Все, уже нарезали весь лук. Отправляем на тарелку и будем обжаривать. Разогрели сковородку хорошенько. Наливаем подсолнечное масло без запаха для жарки. И начинаем жарить лук. Лук мы обжариваем до мягкости, до золотистого цвета лука. Пока обжаривается лук, займемся фаршем. Будем перекручивать через мясорубку. Смотрите, какое красивое мясо. Нарезаем произвольно. Обжарили лук до такого состояния. Теперь добавляем красный молотый перец, черный молотый перец и кориандр. Хорошо перемешиваем. К луку добавляем мясо. Хорошенько перемешиваем. При необходимости можно добавить воду. Но мы сейчас посмотрим, у нас какое мясо будет. Сочное. Если сочное, то воды не надо. Посмотрим, я вам скажу, на каком этапе нужно добавлять воду. А соль пока мы не добавляем. Соль в самом конце. Хорошенько вот так мешаем, чтобы не было комочков мясных.
И далее накрываем крышкой и тушим где-то минуты 20-25 до полной готовности мяса. И за 5 минут до готовности будем солить. Спустя 10-15 минут смотрите, в каком состоянии наш фарш. Мы сюда воду не добавляли, но мясо выделило очень много сока. Тушили мы на медленном огне еще где-то 5-7 минут, и можно сказать, что фарш наш готов. Нам нужно будет присолить немного. Где-то чайную ложку соли добавляем. Опять же накрываем крышкой и тушим. Нам нужно, чтобы фарш был и сухой, и сочный одновременно. Чтобы вот эта вот лишняя жидкость, влага полностью испарилась. Фарш наш готов. Уже можем перекладывать в эту вот мисочку. Вот такой получается и сочный, и сухой. Оставляем до полного остывания этот фарш. После того, как фарш наш остыл, добавляем туда мелко нарезанную картошку. Также нарезаем мелкими кубиками. У нас приблизительно 400 грамм картошки. И картошка у нас сырая. Нарезаем сначала, видите, на такие дольки, а далее на кубики. Тоже очень мелко. И добавляем картошку в фарш. Нарезаем петрушку. Видите, где-то маленький такой пучок петрушки. Зелень можно на свой вкус. Можно и укроп добавить, и кинзу. Мне нравится с говяжьим фаршем именно аромат петрушки. Мелко-мелко нарезаем. Добавляем фарш. Перемешиваем. Заранее мы уже включили духовку, так как уже можно заниматься тестом. Достали из холодильника хорошо охлажденное тесто. И теперь будем делить на две части. Я подготовила еще где-то столовую ложку муки. Нам больше не понадобится. Это для того, чтобы
раскатывать тесто. Сейчас эту уберу. Немножко припыляем мукой тесто и делим. Одна часть у нас будет основой, чуть больше, а вторая будет как крышечкой служить нашему пирогу. Смотрите, какое как слоистое тесто получилось. Раскатываем большую часть. Тоненько-тоненько, насколько возможно, тонко, по размеру противня. При необходимости можно припылять мукой поверхность и потом еще сверху на тесто. Вот так мы раскатали. Припыляем тесто мукой. Я сейчас принесу противень и будем перекладывать на противень. Застелили пергаментной бумагой. Противень у нас стандартный 35 на 40 сантиметров. И перекладываем тесто. Как складывали аккуратненько, так и перекладываем сюда. Немного можем руками уже формировать, где не хватает, по уголкам. И формируем бортики со всех сторон, для того, чтобы начинка не вытекала. Отложили основание в сторонку и раскатываем теперь уже второй колобок. Это мы так подготовим сейчас тесто, а потом уже займемся фаршем, начинкой. Тоже стараемся тоненько раскатать по форме нашего пирога. Этот колобок, смотрите, тоже очень тоненько раскатали. Припыляем мукой. Складываем. И я сейчас принесу противень. Уже можно на основу нашего пирога наложить фарш. Выкладываем и равномерно распределяем. Аккуратненько, для того, чтобы распределить полностью по всей поверхности ровным тоненьким слоем. И накрываем уже начинку вторым слоем теста. Прищипываем кончики, для того, чтобы начинка хорошо держалась, не вытекала. Со всех 4 сторон.
Если нужно будет, это такое тесто можно так растягивать, ничего не будет. Где не хватает, видите, вот в этих уголочках можно вот так тянуть. Очень удобное тесто. Главное хорошо охладить. Подгибаем края нашего пирога вот этим вот скребком. И видите, получается ровно и красиво. Смотрите, как у нас получилось красиво. И теперь уже нам нужно смазать яйцом поверхность пирога. Целое яйцо мы берем. Разбиваем в отдельную пиалочку. Смешиваем белок с желтком. И смазываем. Посерединке делаем такое вот углубление, чтобы отсюда выходил пар. И вилочкой формируем узоры. Можно любые узоры, которые вам нравятся. И духовка уже хорошо разогрета. Обязательно нужно отправлять в хорошо разогретую духовку. Делаем углубление с помощью вилки. Ничего так. Тут пусть будет вот так. Это у нас, видите, картошка так вот. Угу. И можно отправлять в духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, на средний уровень. Где-то на 40-45 минут. Наш пирог уже пропекся. Посмотрите, какой он у нас румяный. Сейчас немного остынет, и мы попробуем. Пирог уже полностью остыл. Я переложила на доску, чтобы сейчас разрезать и посмотреть, какой он у нас получился внутри. Режется мягко. Такое слегка слоеное тесто получилось. Хочу показать вам, какой он в разрезе. Много-много начинки и тоненькое тесто. Сейчас мы попробуем. Очень мягкое тесто, и сам фарш тоже мягкий. Видите, картошка полностью пропеклась. Очень-очень вкусно. Такое нежное-нежное получилось. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам очень понравится. Как я уже говорила, такой пирог можно красиво подать как на праздничный стол, так и в качестве перекуса.
Очень нежный, вкусный пирог. Тесто хрустящее и одновременно мягкое. А начинка сочная-сочная, очень вкусная начинка. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и проверенных рецептов. А я продолжу кушать, так как очень вкусно получилось.